Вы когда-нибудь пробовали корейские пельмени? Если нет, значит вы еще не знаете, какими они могут быть сочными, ароматными и невероятно вкусными. Сегодня я покажу вам рецепт, который легко повторить дома, но вкус будет как в настоящем традиционном корейском ресторане. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, в корейской кухне пельмени называются манду. Это общее название целой категории блюд из теста, в которое заворачивают ту или иную начинку. Само название манду очень сильно похоже на всем вам известное название манты, а также на китайское маньтоу, собственно, откуда это блюдо и пришло на корейский полуостров. Но, как и во всех подобных случаях, конечно же, рецепт блюда со временем менялся и адаптировался под местные вкусы, и теперь можно смело сказать, что корейские пельмени во многом уникальны. И сегодня я вам покажу самый популярный и традиционный рецепт корейских манду, покажу, какую чаще всего начинку используют при их приготовлении, ну и, конечно же, покажу, как их обычно лепят в корейских семьях. В общем, устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю к готовке. Итак, первым делом давайте приготовим тесто. Делается оно легко и без всяких особых заморочек. Для этого берем 450 грамм пшеничной муки, добавляем к ней пару щепоток соли, вливаем 240 мл горячей воды, но при этом добавляйте не кипяток, желательно температура воды, чтобы составляла 60-80 градусов. И теперь хорошо перемешиваем. Сначала можете делать это ложкой, потом уже руками. Замешиваем хорошо и тщательно. Потом формируем большой кусок в форме шара. Убираем в пакет, либо в какую-нибудь емкость, но обязательно накройте тогда ее пищевой пленкой, чтобы тесто не заветрилось. И даем ему отдохнуть 30 минут. Пока тесто отдыхает, давайте приготовим начинку. Первым делом нарежем все овощи. Репчатый лук просто нарезаем на мелкие кубики. Далее нам понадобится кабачок. Его нужно нарезать сначала на пластины, потом соломкой, а потом можете измельчить также на мелкие кубики. В начинке корейских пельменей, как правило, можно встретить много овощей. Добавляют их для сочности и, конечно же, полезности. Далее зеленый лук, либо лук-порей. Я взял порей. Его обычно мелко шинкуют, либо нарезают на овальчики. Далее плоский зеленый лук. Я считаю его одним из важнейших ингредиентов корейских манду, так как он очень ароматный и дает много вкуса. В Корее он называется пучу, вы его знаете как джусай, в народе его часто просто называют лук-чеснок. Заменить его сложно, но если его нет, то просто добавьте больше зеленого лука и чеснока. Далее не совсем очевидный ингредиент – пророщенные ростки сои. Перед тем, как их нарезать, нужно их бланшировать 2 минуты в кипящей воде. В корейской кухне ростки сои занимают важное место, поэтому их можно встретить часто в супах, в виде салатов, гарниров, а также в качестве ингредиента для начинки пельменей. Заменить их можно на ростки маша. После того, как 2 минуты прошло, надо их достать и хорошо промыть под холодной водой и отжать. Далее уже их мелко шинкуем. Еще один не совсем очевидный ингредиент – крахмальная стеклянная лапша, которую используют при приготовлении чапче. Данный ингредиент не обязательный, но в корейской кухне он считается важным, так как данная лапша добавляет текстуры, сочности и баланса. Варим ее 5 минут, далее промываем в холодной воде, перекладываем в дуршлаг и хорошо встряхиваем, чтобы убрать лишнюю воду. А далее просто мелко нарезаем. Друзья, крахмальную бататовую лапшу добавляют вовсе не для объема, как многие могут подумать, а именно из-за своих свойств. Так как она не обладает своим ярко выраженным вкусом, она зато хорошо впитывает в себя остальные, а именно мясной сок, соусы, вкус бульона и так далее. То есть работает как губка. Плюс благодаря своей текстуре она во время готовки не дает начинке стать сухой, что позволяет корейским пельменям оставаться сочными даже без добавления большого количества жира, что также делает их не тяжелой пищей. Но, как я и сказал выше, без нее тоже можно готовить. Просто добавьте больше мяса или больше овощей. Хотя я могу порекомендовать добавить мелко нарезанную пекинскую капусту, которую предварительно посолили и потом отжали от выделившейся влаги. Итак, теперь давайте смешаем начинку. В глубокую емкость выкладываем мясной фарш. Можете взять любой, свиной, говяжий, либо их смесь, неважно. Далее всыпаем нарезанный репчатый лук, нарезанные ростки сои, кабачок, тофу, зеленый лук, крахмальную лапшу, лук-чеснок, измельченный чеснок, влейте соевый соус, кунжутное масло, разбейте одно яйцо,
Обязательно добавьте половину чайной ложки соли и теперь хорошо перемешиваем. Сделать это проще всего рукой, предварительно надев перчатки. Все, начинка готова. Друзья, на самом деле с начинкой можете смело экспериментировать. Я вам показал самый стандартный традиционный набор, но вы можете его менять как вам хочется. Собственно, как это делают и в самой Корее. По желанию можете добавить дополнительные специи, такие как молотый черный или красный перец. Также можете добавить молотый кориандр. Пропорции мяса, тофу и овощей тоже можете менять на свой вкус. Бывает так, что мясной фарш предварительно обжаривают, например, с кимчи, либо, например, в каком-нибудь соусе, например, в соусе пульгоги. Кстати говоря про соусы, я добавил всего лишь соевый соус и кунжутное масло, но также часто добавляют еще и устричный соус, и он очень сильно обогащает вкус, поэтому смело экспериментируйте. Итак, пока мы готовили начинку, полчаса прошло и наше тесто отдохнуло. Давайте теперь его достанем. Предварительно поверхность посыпьте мукой. Тесто стало упругим, но при этом более эластичным. Я обычно сразу руками отрываю небольшие кусочки теста, которые потом формирую в небольшие шарики, чтобы потом раскатывать на порционные пластины, в которые мы будем заворачивать начинку. Делается это легко, но без помощи скалки, конечно же, не обойтись. После того, как пластину раскатали, надо вырезать из нее круглую форму. Можно воспользоваться специальной формочкой, можно взять стакан. Я вот взял небольшую такую вот миску. Надавливайте и далее проворачивайте по часовой стрелке. Как почувствовали, что отрезали, убираем остатки теста, а саму ровную круглую пластину откладываем в сторону. Обязательно посыпьте ее мукой, чтобы она не прилипла к тарелке и чтобы она не слиплась с остальными пластинами. Так проделываем, пока не кончится тесто. Со временем вы научитесь делать круглые формы пластин и без вспомогательных предметов. Как говорится, это дело привычки и опыта. Итак, готово. Теперь самое время налепить пельменей. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, то обязательно поставьте лайк этому видео, так вы поможете моему каналу в развитии, а значит контента будет выходить больше и чаще. Также не забывайте про мой телеграм-канал, там я публикую не только рецепты, но и много другого интересного контента о корейской еде, о жизни в Южной Корее, а также делюсь рекомендациями, что посмотреть, и провожу прямые эфиры, в рамках которых отвечаю на все ваши вопросы. Поэтому проходите по ссылочке в описании, либо по QR-коду на экране и получайте еще больше контента. Ставим на стол начинку, тесто, и еще я рекомендую сразу подготовить небольшую миску с водой. Итак, берем тесто в одну руку. Теперь палец смочите в воде и пройдитесь по краям пластины, чтобы эти края хорошо между собой схватывались. Другой рукой берем начинку ложкой и кладем ее на тесто. Теперь просто склеиваем края. Формируем такой аккуратный вареник. А далее загибаем концы, и у нас получается такой вот большой пельмень. Это самый простой способ лепки. В 90% случаях именно такими вы увидите манду в Корее. И я обычно также советую всем не заморачиваться и лепить именно такую форму. Но можно чуточку покреативить и следующий слепить по-другому. Также кладем начинку, а далее сначала склеиваем пельмень посередине, а далее защипываем немного теста и формируем такую вот складку. И так делаем до самого края. Аналогично лепим и в другую сторону. Можно, кстати, в процессе как бы края немного оттягивать. Вот такой уже более азиатский вид приобрел наш пельмень. Я буду лепить половину обычной формой, а половину в этой. Возможно, первые пельмешки у вас получатся не сильно красивыми. Но через пару штук, я уверен, вы приноровитесь и будете лепить уже более ровные и красивые. Есть еще несколько вариантов лепки пельменей, но их я оставлю на другие ролики с рецептами корейских манду. Поэтому, если вам нравится этот рецепт и вы хотите увидеть еще, не забудьте поставить лайк этому видео. Итак, я закончил с лепкой. Если вдруг у вас осталось немного начинки, то просто добавьте к ней немного муки и яйцо и пожарьте в виде блинчиков. Одну часть пельменей мы сейчас сварим, вторую заморозим. Давайте теперь приготовим их. Манду можно варить в воде, но традиционно их варят на пару. Есть два способа, как это сделать, а именно с пароваркой и без нее. Давайте начнем с самого очевидного. Берем пароварку, вливаем 700 мл воды, включаем огонь, ставим пельмени, накрываем крышкой и ждем, когда закипит. Как увидите, что активно пошел пар, а вы это заметите по конденсату на крышке и вырывающемуся пару из-под нее,
то засекаем время и варим 15 минут. Итак, время вышло, выключаем огонь, и все, наши манду готовы. Теперь давайте покажу вам второй способ. Для этого нам понадобится сковорода. Итак, ставим ее на плиту, добавляем немного растительного масла и выкладываем пельмени. Спустя немного времени вы услышите характерный звук жарки. Держим так пельмешки до тех пор, пока снизу не образуется красивая корочка. Далее вливаем воды, только немного, буквально 200-300 мл, в зависимости от размера вашей сковороды, а также количества готовящихся пельменей. Накрываем крышкой и варим так до тех пор, пока вся вода не выпарится. Соус я смешал очень просто. Для этого берете 1 столовую ложку соевого соуса и добавляете половину чайной ложки 6% рисового уксуса. Хорошо перемешивайте, и вот вам соус. Можете по желанию добавить еще туда измельченный чеснок, ну и всякие специи типа молотого черного перца, либо красный молотый перец. Манду готовы. Подавайте на стол в горячем виде вместе с соусами и корейскими закусками. Приятного аппетита! Друзья, обязательно попробуйте этот рецепт корейских пельменей, я уверен, вам они понравятся. Манду действительно получаются легкими и вкусными, ну и готовятся достаточно быстро. Как я уже сказал выше, можете смело экспериментировать с начинкой. Например, если хотите больше мяса, то кладите больше фарша. Если хотите другие овощи, то смело можете заменить сою либо кабачки на что-либо другое. Но я надеюсь, что видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если вдруг еще этого не сделали. Обязательно посмотрите другие мои рецепты, а также вкусные влоги из Южной Кореи. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!